Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». В этом видео я хочу вам показать мастер-класс по вязанию вот такого красивого ажурного узора, связанного крючком. Видео будет состоять из нескольких частей. Я вам посоветую, порекомендую пряжу для вязания этого узора. Вторая часть мы вяжем вместе по моему мастер-классу данный узор по схеме. И третья часть я вам покажу, каким образом связать кофточку по фото. Значит, вязать я буду вязаный вот этот образец из пряжи Коко. 50 грамм, 240 метров. Также я рекомендую использовать для вязания пряжи для данного ажурного узора, чтобы у вас получилось красивый топ или маечка, юбочка, пряжу, у которой метраж начинается от 240 до 300 метров. К данной пряже относится пряжа успешно от торговой марки Пехорка. Метраж 200, у нее 20 метров, но она тоже подойдет. Ажурная, метраж 280 метров, это торговая марка Пехорка. Дайси, Вита Коттон, производитель, 50 грамм, 295 метров. Моя любимая это конопляная, торговая марка Пехорка, метраж 280 метров. Вот эти самые мои любимые фавориты летней пряжи. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими фаворитами. Из какой пряжи вы любите вязать летние вещи? Мне очень интересно узнать, какой пряжи вяжете вы. Обязательно оставьте свое мнение в комментариях под видео на YouTube. Вязать данный узор будем крючком номер 2. Схема данного узора будет в конце видео, либо в группе ВКонтакте. Подпишитесь на группу ВКонтакте Одноклассники. Там будут все ссылки на схемы, которые вы можете распечатать и вязать вместе со мной по видео мастер-классам. Данным узором можно связать очень красивую кофточку, топ, маечку, юбочку, шапочку. Давайте приступим к вязанию. Брала цепочку из воздушных петелек. Вязать я буду узор вот по этой схеме. Приступаю к вязанию первого ряда. 7 петелек цепочки пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 провязываю 1 столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки провязываю столбик без накида. 3 воздушных петельки. В третью петельку цепочки провязываю столбик без накида. 3 воздушных петельки. В третью петельку цепочки провязываю столбик без накида. 3 воздушных петельки. В третью петельку цепочки провязываю столбик без накида. Далее вяжем в третью петлю с цепочки 1 столбик с одним накидом. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. В это же основание вяжу 1 столбик с одним накидом. Пропускаю 2 петельки цепочки и в третью вяжу столбик без накида. 3 петельки цепочки. В третью петельку провязываю 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. Провязываю в третью петельку 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. В третью петельку 1 столбик без накида. 1 столбик с одним накидом в третью петельку цепочки. 4 воздушных петельки. В это же основание столбик с одним накидом. Соединяю вот эту галочку столбиком без накида в третью петельку цепочки. 3 воздушных петельки. Соединяем
столбиком без накида, три воздушных петельки, соединяем столбиком без накида, 3 воздушных петельки, соединяю столбиком без накида, 1 накид, и в третью петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом, 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, и в это же основание еще 1 столбик с одним накидом. Первый ряд связан, он состоит из 4 раппортов. Приступаем к вязанию второго ряда. 3 воздушных петельки подъема и вывязываем веерочек, ракушечку, состоящий из 9 столбиков с одним накидом. Раз, считаю вот эту цепочечку, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков с одним накидом. Соединяем с аркой цепочки предыдущего ряда 3 воздушные петельки, соединяем с аркой цепочки предыдущего ряда 3 воздушных петельки, соединяем с аркой из цепочки предыдущего ряда. В цепочку, состоящую из 4 воздушных петелек, провязываем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяем столбиком без накида в арку цепочки предыдущего ряда. 1, 2, 3. Соединяем цепочку столбиком без накида в арку. 1, 2, 3. Соединяем столбиком без накида. Между ракушечками должно быть 2 арочки из 3 воздушных петель. Провязываем в арочку цепочки из 4 воздушных петелек первого ряда 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяем столбиком без накида. 3 воздушных петельки, столбик без накида, 3 воздушных петельки, столбик без накида. Провязываем в арку из 4 воздушных петелек 9 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Второй ряд связан. Третий ряд вяжется 9 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке, а также между веерочками аркой, состоящей из 3 воздушных петелек. Всего лишь одна арочка. Приступаю к вязанию третьего ряда. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. 1 соединительная петелька. Вяжем 9 в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда. 1 столбик с одним накидом. Между столбиками с накидом по одной воздушной петельке. Должно быть 9 столбиков с одним накидом. Проверяем.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. Соединяем столбиком без накида в арку из цепочки предыдущего ряда. Раз, два, три воздушных петельки. Соединяем столбиком без накида в соседнюю арочку предыдущего ряда. Вяжем в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. Должно быть 9 столбиков с одним накидом. Таким образом формируются веерочки. Провязала, соединяю столбиком без накида. 3 воздушных петельки, получилась цепочка, арка, одна арочка между веерками. И в следующий веерочек провязываю 9 столбиков с одним накидом. Между столбиками с одним накидом вяжется по одной воздушной петельке. Провязала третий веерок по счету, соединила столбиком без накида 3 воздушных петельки, соединяем столбиком без накида. Четвертый веерок вывязываем таким же образом. 9 столбиков с одним накидом и между ними по одной воздушной петельке. Так должно получиться 9 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закончила вязать третий ряд. Четвертый ряд состоит из вогнутых столбиков, соединенных между собой цепочками из 3 воздушных петелек. Набираю 3 петельки подъема. Раз, два, три. 3 соединительных петельки. Раз, два, три. И по счету здесь будет третий столбик с одним накидом предыдущего ряда. Вяжу один вогнутый столбик. 3 воздушных петельки, пропускаю один столбик с одним накидом в предыдущем ряду и во второй вяжу третий вогнутый столбик. 3 воздушных петельки, пропускаю один столбик в предыдущем ряду, вяжу один вогнутый столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, пропускаю один столбик и во второй вяжу один вогнутый столбик. Провязали один веерочек. Приступаем к вязанию второго веерочка. В первый столбик с одним накидом предыдущего ряда вяжем один вогнутый столбик. 3 воздушных петельки, пропускаем один столбик с одним накидом, во второй вяжем один вогнутый столбик. 3 воздушные петельки, пропускаем столбик с одним накидом предыдущего ряда, вяжем третий вогнутый столбик. 3 воздушных петельки, столбик пропускаю, вяжу один вогнутый столбик. 3 воздушных петельки, провязываю 5 вогнутый столбик. В третий веерочек, в первый столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываю один вогнутый столбик. 3 воздушных петельки, второй вогнутый столбик, 3 воздушных петельки, провязываю один вогнутый столбик. 3 воздушных петельки,
Провязываю 1 вогнутый столбик, 3 воздушных петельки, провязываю 1 вогнутый столбик, 3 раппорта связала. Заканчиваем вязать 4-ю ракушечку таким же способом. Вязать я сейчас буду узором не по схеме, а так как связан топ на фото. Кофточка, топ. И посмотрим, второй раппорт высоту я уже свяжу узором по схеме. И посмотрим с вами, какой узор смотрится эффектнее. Довязала я 4-й ряд. Приступаю к вязанию 2-го раппорта в высоту. 5-й ряд. 1 петля подъема, 1 столбик без накида. Провязываю 3 воздушных петельки, соединяю столбиком без накида. 3 воздушных петельки, столбик без накида, соединяю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Должно здесь получиться 3 арочки из цепочек, состоящих из 3 петелек. 1, 2, 3. Сейчас между веерочками я провязываю галочку: 1 столбик с одним накидом, 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. В это же основание провязываю 1 столбик с одним накидом. Соединяю столбиком без накида. 3 воздушных петельки, столбик без накида. 3 воздушных петельки, столбик без накида. 3 воздушных петельки, столбик без накида. Получилось 3 арочки из цепочек из 3 петелек. Между веерочками провязываем галочку, то есть это столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, и в это же основание провязываем 1 столбик с одним накидом. Соединяем столбиком без накида. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Соединяем столбиком без накида. 1, 2, 3. Цепочечку провязали, соединили столбиком без накида. Провязываем галочку: 1 столбик с одним накидом, 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. 1 столбик с одним накидом. Соединяю столбиком без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. 1, 2, 3 воздушных петельки, соединяем столбиком без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки, соединяем столбиком без накида. Провязали 5-й ряд, начало 2-го раппорта. Приступаю к вязанию 6-го ряда. 1 воздушная петелька, 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, соединяем в арочку из цепочки предыдущего ряда. 3 воздушных петельки, соединяем столбиком без накида в арочку предыдущего ряда. Провязываем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяем ракушечку столбиком без накида в арочку цепочки предыдущего ряда. 1, 2, 3 петельки воздушных провязала, соединила столбиком без накида. 1, 2, 3. Соединяем столбиком без накида в арочку из цепочки. Вывязываем 2-ю ракушечку по счету. 9 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяю столбиком без накида. 1, 2, 3
Цепочкой из 3 воздушных петелек соединяем столбиком без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Вывязываем 3 по счету веерок. 1, 2 и 3, состоящий из 9 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяю столбиком без накида. 1, 2, 3. Цепочка, столбик без накида. 1, 2, 3. Цепочка, столбик без накида. Получилось у меня 3 раппорта в ширину. Приступаю к вязанию 7 ряда. Ряд я вяжу по схеме, уже буду формировать пико. В 1 воздушная петля, столбик без накида, 3 воздушных петельки, соединяем столбиком без накида в арочку с цепочки предыдущего ряда. 1 столбик с одним накидом в первый столбик с одним накидом предыдущего ряда и формируем пико. 1, 2, 3 воздушных петельки соединяем столбиком без накида. Второй столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки, столбик без накида. Третий столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Провязываем 3 пико. 4 столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 4 пико. Должно у нас быть 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. Столбик без накида. Следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Пико. 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Пико. Еще один столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Пико. И в последний столбик 9 с одним накидом пико я не провязываю. Провязала одну ракушечку узором по схеме. Соединяю одним столбиком без накида. 3 воздушных петельки, столбик без накида, 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки, провязываю пико. Второй столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, соединяем столбиком без накида. Третий столбик с одним накидом, пико. Провязываем все 9 столбиков с одним накидом. Между столбиками с одним накидом формируем пико. Пико из 3 воздушных петелек, соединенные петельки столбиком без накида. Пико. Вязанию 8 ряда на схеме. Здесь 9 ряд, так как первый ряд взят как цепочка из воздушных петелек. 1 воздушная петелька, столбик без накида, 1 воздушная петелька подъема. Приступаю к вязанию вогнутого столбика с одним накидом в первый столбик с одним накидом предыдущего ряда. 3 воздушных петельки, 1 столбик пропускаю, во второй вяжу второй вогнутый столбик, 3 воздушных петельки, столбик пропускаю,
1 вогнутый столбик, 3 воздушных петельки, 1 столбик пропускаю, 1 вогнутый столбик, 3 воздушных петельки, столбик пропускаю, 1 вогнутый столбик. Формируем вторую ракушечку. В первый столбик провязываю 1 вогнутый столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, пропускаю столбик, во второй вяжу 1 столбик с одним накидом вогнутый, 3 воздушных петельки, столбик пропускаю, в следующий вяжу 1 вогнутый столбик, 3 воздушных петельки провязала, пропускаю 1 столбик с одним накидом предыдущего ряда, в следующий вяжу 1 вогнутый столбик, 3 воздушных петельки, вяжу 5 вогнутый столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем третью ракушечку, веерочек. 1 вогнутый столбик в первый столбик с одним накидом, 3 воздушных петли, столбик пропустила, следующий вяжу вогнутый столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, столбик пропустила, в следующий вяжу 1 вогнутый столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, столбик пропустила, в следующий вяжу 1 вогнутый столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, провязываю 5 вогнутый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и соединяем столбиком без накида. Связала я образец. В ширину у меня получилось 4 раппорта, в высоту тоже 4 раппорта. Использовала я здесь 2 вида узора. Это узор, таким узором связана кофточка на фото в превью. И второй вид узора это вот по схеме, где уже были связаны ракушечки с пико. За счет вогнутых столбиков объем, то есть узор выглядит объемный. Второй ряд, второй раппорт, не второй ряд, второй раппорт связан у меня вот здесь вот пико. И первый раппорт, третий, четвертый уже без пико. Поделитесь своим мнением, какой узор вам больше понравился, с пико и либо без пико, и каким узором связали бы вы. Для меня очень важно ваше мнение. Оставьте свой комментарий в комментариях под видео на YouTube. Давайте посмотрим, какая ширина и высота получилась связанного образца. Я уже образец отпарила. Так, чтобы вот было вам видно. Ширина из 4 раппортов по самой длинной стороне 15 сантиметров. 15 сантиметров высота раппорта. То есть высота узора из 4 раппортов 9 сантиметров. Такой замечательный красивый узор у меня получился. Вязала я из пряжи Коко. Повторюсь, это 50 грамм, 240 метров, 100% мерсеризованный хлопок. Если вы свяжете пряжей тоньше по длине, допустим, вот конопляной, либо ажурной, где метраж 280 метров, топик и кофточка у вас будет более легкая и воздушной. И узор будет смотреться посимпатичнее. Пряжу я рекомендую использовать ажурную, Дайси, Коко, успешную и конопляную. Также можно от Alize Miss Batik. То есть это вот мои фавориты пряжи, из которой я очень часто вяжу. Вам хочу рассказать, каким образом вяжется кофточка на фото в мастер-классе. Буду я показывать по аналогии вот этого связанной туники крючком и практически похожим узором. Вязала я вот эту тунику из пряжи Тулип. Обзор пряжи Тулип от Янарт вы можете посмотреть в плейлисте
пряжи Янар. Ссылочку я вам оставлю вверху. Значит, смотрите, начинаем вязание с кокетки. Набираем цепочку из воздушных петелек. Длина цепочки должна быть ну, на ваше усмотрение, какую ширину кокетки вы хотите изначально, но самое главное, чтобы проходила голова. Замкнули в кольцо и вяжете узором по схеме, либо с пико, либо без пико. Каким образом выполнить расширение кокетки? На данной схеме представлен узор для тела топа. То есть для вот этой части в кокетку, для формирования кокетки мы вяжем каждый веерочек, вот эту ракушечку. То есть вот здесь провязали, потом следующий раппорт вяжем уже вот здесь ракушечку, здесь ракушечку, здесь ракушечку. То есть у нас количество ракушечек должно быть увеличиться вдвое. Таким образом происходит расширение кокетки. То есть не в шахматном порядке, а над вот, то есть здесь в промежутках между ракушечками, в основании ракушечки, то есть веерочка, и между веерочками. То есть давайте покажу вам на связанном образце. То есть расширяем кокетку, вяжем вот такой же веерочек вот здесь, в основании веерка. Следующий вот здесь провязываем. Далее в основании следующего веерка здесь. То есть у нас количество ракушечек, веерочков увеличивается в несколько раз, то есть в 2 раза. Идет расширение части кокетки. Довязываю данную кокетку до проймы, до формирования проймы. Примеряем кофточку на себя и уже формируем пройму. Зависит от того, какой вы комплекции и размер одежды вашей. То есть если у вас все хорошо, то есть подходит, то вы соединяете кокеточку, и у вас формируются 2 рукавчика, перед и зад кофточки. Если же не хватает у вас здесь объема кокетки, то вы набираете, делите на 4 части кокеточку и набираете цепочку из 10-12 воздушных петелек. И у вас формируется таким образом тело топа. То есть вот таким рукавчик. То есть это без примерки у вас не получится связать. Обязательно нужно примерять на себе, чтобы кофточка сидела идеально. И далее вы вяжете тело топа уже без прибавления вот по этой схеме до нужной вам длины. То есть кокетка, она расширяется, тело топа вяжется строго по схеме. Высота вот до проймы вот, да, у данной туники у меня получилось 23 сантиметра. То есть через 23 сантиметра после провязывания кокетки я уже приступила к ввязыванию тела, основной части туники. Вот таким образом вяжется кофточка по фото к мастер-классу. Надеюсь, вам мастер-класс понравился и был доступен. Все схемы смотрите в группе ВКонтакте. Подписывайтесь в группу, вступайте в группу Одноклассники. С вами была Елена. Всем пока, до новых встреч!